Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как вы можете узнать, кто из вашего окружения ворует у вас изобилие, достаток и благополучие из вашей жизни. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и не забудьте сделать выводы. Вы знаете, каждого человека от самого рождения и на протяжении жизни окружают различные энергии. Они влияют на энергетику человека в целом. Если человека окружает много положительных энергий, его жизнь складывается благоприятно. Изобилие, достаток, счастье, удача, успех, любовь только приумножаются вокруг него, и он всегда знает, чего хочет, имеет силы и возможности выставлять цели, строить планы, несмотря ни на что добиваться их. С таким биополем и в окружении светлых энергий не о чем переживать. Будут силы отбивать потоки негатива, которые могут отправлять недоброжелатели. А вот если человека окружают потоки негативных энергий, это вместо помощи только вредит человеку. Энергетика ослабевает, из-за чего различного рода проблемы и неудачи приходят в жизнь такого человека, постепенно выталкивая все светлые энергии из нее. Поэтому очень важно следить за своим биополем, энергиями, которые вас окружают. Ведь от этого, как вы уже поняли, полностью зависит, какая жизнь у вас будет. Для того, чтобы биополе было сильным, а с каждым днем только укреплялось, стоит под матрас положить обязательно 4 веточки лаванды, создав из них квадрат. На протяжении 4 дней вам нужно будет проговаривать такие слова. Лаванда биополя укрепляет, сила его наделяет. С каждым днем оно будет сильней, а мне с ним счастливей и веселей. Раз в 3 месяца веточки нужно менять, а прошлые сжигать на природе. Для того, чтобы очищать биополе, стоит поджечь веничек из веточек крапивы, шалфея и можжевельника и окурить себя, проговаривая при этом такие слова. Биополе очищается, каналы открываются, энергии сильные привлекаются и положительно на мне отображаются. Веничек нужно затушить и вынести на природу. Хорошо ставить возле водоема. Когда будете окуривать себя, обязательно трижды умойтесь и в этот момент представляя о том, что вода дает вам животворящие силы, а ваше биополе становится крепким, благодаря чему вы будете находиться под сильной защитой. Ну а чтобы притянуть сильные энергии, возьмите 3 тоненькие восковые свечи, встаньте утром, откройте окно, чтобы чувствовать свежий воздух, подожгите свечи и водите ними одновременно по периметру своего тела. Сначала проговорите молитву, которую вы знаете. Если не знаете никаких молитв, в таком случае произносите слова от души, то, что у вас идет от сердца. После чего трижды скажите такие слова: огонь свет излучает, энергии такие же привлекает, будут меня окружать, дорогу мне освещать, в нужном направлении направлять, в ней пойду, все наилучшее обрету. Когда закончите, поводите свечами над левой ступней, затем над правой. Поднесите на уровень груди, после чего внимательно следите за огнем. Старайтесь не моргать. Визуализируйте, думайте о том, какие именно энергии желаете притянуть. Возможно, на данном жизненном этапе вам какая-то нужна в большом количестве. Так и проговорите. Вселенная услышит ваш посыл, и вы обязательно получите то, что желаете. А свечам дайте догореть, после чего огарки выбросите. Это простые советы, но во многом помогут вам, ведь содержать целостность биополя лучше, чем его восстанавливать после негативного влияния со стороны. Оно может произойти в любой момент, поэтому всегда нужно быть на шаг впереди и перестраховываться. К сожалению, не все люди, которые нас окружают, с которыми сталкивает наша жизнь, относятся к нам с чистой душой. Некоторые приходят в нее для того, чтобы научить нас чему-то или уже указать на ошибки, необдуманные поступки. Другие же для того, чтобы испортить нашу жизнь, так как почему-то считают, что имеют на это полное право, что это не они ленивы, так как не стараются изменить свою жизнь в лучшую сторону и довольствуются тем, что в ней есть. А мы слишком удачливы, ведь из их мышления следует, что в нашу жизнь все приходит по щелчку пальца. Они даже не задумываются о том, что для того, чтобы наша жизнь была такой, какой она есть, приходится немало потрудиться, что постоянно нужно что-то изучать, прибегать к знаниям предков, соблюдать все правила. А это уж совсем непросто.
Часто такие люди думают, что деньги любят нас и поэтому есть в нашей жизни в большом количестве, но не думают о том, что для того, чтобы установить крепкую связь с денежной энергией, пришлось потратить немало времени, сил, а также приложить усилия, работать сверхурочно и искать дополнительный заработок. Ну и, конечно же, есть такая категория людей, которая любит нас за то, что мы присутствуем в их жизни, радуемся за наши успехи, за то, что мы можем жить полной изобилия жизнью, порой позволяя себе даже больше, чем могут позволить они, ведь не считают, что в отношениях деньги имеют значение. Но, к сожалению, таких искренних и чистосердечных людей в нашей жизни единицы. Большинство, кого мы такими воспринимаем, просто красиво играют свою роль, умеют маскироваться, а на самом деле только и ждут возможности, чтобы причинить вред, отобрать то, чему завидуют, так как зависть не дает им спокойно жить и желает, чтобы у нас возникали постоянные финансовые проблемы, чтобы денежная энергия покинула нас навсегда. Им хочется, чтобы мы жили жизнью, наполненной проблемами, бедами и отсутствием денег. Часто такая категория людей отбирает энергию у того, кому желает зла. Но они не понимают, что, получив чужие энергии, они не изменят свою жизнь в лучшую сторону, так как они их не заслужили, они не притянули их, они не потратили свои энергии, а они, наоборот, отобрали. Наши предки когда-то говорили: на чужой беде свое счастье не посоздашь. Этого правила обязательно стоит придерживаться абсолютно во всех сферах жизни. Если человек не хочет заниматься своей жизнью, не желает улучшать то, что хотел бы, ничего хорошего в его жизни не получится. Он только мысленно будет двигаться вперед, а на самом деле останется на одном месте. Никаких приятных изменений не будет в его жизни, только скука и однообразие. Если человек постоянно движется вперед, не стоит на месте, у него вырабатываются жизненные силы, энергии, которые нужны для того, чтобы она была полной чашей изобилия. Но если человек отказывается совершать какие-либо шаги, он будет терять жизненные силы. Внутренняя энергия не будет вырабатываться. Ко всему этому данный человек будет терять остальные энергии, так как все силы будут уходить на то, чтобы следить и вмешиваться в чужую жизнь. Давайте поговорим о том, как же определить такого человека, если он есть среди вашего окружения. Конечно же, от него лучше держаться подальше. Но если у человека есть внутренняя энергия, он успешен, удачлив, его любят и уважают окружающие люди, как в семье, так и на работе. У такого человека есть в окружении искренние друзья. Он излучает уверенность в своих силах и в завтрашнем дне. Любит много улыбаться, помогать окружающим, а тот, у кого нет внутренней энергии, становится неуверенным в своих силах, что сказывается уже на окружающих людях, так как данный человек все время хочет преувеличить свои способности, действия, приукрасить все, что его окружает. Такой человек излучает злость, он вечно не удовлетворен, поэтому его так интересует жизнь других людей, и о таком человеке можно сказать, что он сам спокойно не живет и другим спокойно жить не дает. Категория таких людей всегда относит себя к самым красивым, но в большинстве случаев внешность у них очень посредственная, самыми умными, но в этом они также не дотягивают до такого уровня, но стараются все время подчеркнуть то, насколько они умны. И в моем присутствии когда-то такая женщина доказывала другой с 2 высшими образованиями, красивой и обаятельной, успешной, что ей просто везет, что она без и образования знает больше, чем она. А в разговоре постоянно перебивала ее с такими словами: а вот у меня, а вот мои дети, а вот моя семья. И все у нее было лучше, хотя заслуги ее в этом совсем не было. Вы знаете, такие люди считают, что они гении, что они могут все просчитать, всех обмануть, обхитрить, но когда начинают действовать, ничего из этого у них уже не получается, так как со словами далеко не уйдешь. Такие люди говорят, что они могут многого добиться, но не делают этого, потому что в этом постоянно кто-то виноват. То на мужа потрачены лучшие годы, то одежду не покупали хорошую, и сейчас догоняют это время, так как детей растили, то родители не помогли, не дали старт в жизни, то на работе дорогу перешел сотрудник. Ему дали должность только потому, что у него влиятельные родственники, а не потому, что он умнее, усерднее, усидчивее или старательнее.
Такая категория людей постоянно любит кого-то обсуждать. Они во всем находят что-то плохое. Все заслуги других людей, они считают, что они незаслуженные. Все то, что они имеют, это просто стечение обстоятельств, а не старания. Что денежная энергия на самом деле никого не любит. Просто одним иногда везет. Такие люди даже у самого чистого душой человека найдут какой-то изъян. Любой поступок перевернут так, как им этого хочется. Ведь для них важно только то, что им было бы хорошо. Их не волнует то, что у других людей в душе. И не имеет значения мысли и желания тех, кто их окружает, так как они считают, что все недостойны их, а когда от них отдаляются, начинают обижаться и высказывать то, что с ними не желают проводить время, а не потому, что они себя как-то не так ведут. Что, возможно, проблема того, что в их жизни что-то не так, не в других людях, а в них самих. Для таких людей самое важное в людях – деньги. Они общаются только с теми, кто может им что-то давать. И неважно, это вторая половинка, дети, родители, друзья. Если им не давать деньги, не выступать в спонсорах в их желаниях, у них сразу будет портиться настроение и отношение к тому, кто не поступил так, как они того желают. Такие люди имеют сильное биополе и благодаря этому способны негативно влиять на окружающих, подавляя их силу воли. Не стоит потакать таким людям, они все равно ничего не оценят, им постоянно всего будет мало. Сколько бы вы им ни дали, им не хватит, запросы будут только с каждым разом приумножаться. Они никогда не радуются за успехи других людей. Им не важно, что происходит в жизни другого человека. Для них важно только, чтобы все было так, как им нужно. Они всегда, когда у человека в их окружении все хорошо, будут стараться это преуменьшить. Например, подумаешь, чему тут радоваться. Или интересно, а чего ж тебе так не везет? Чем ты такой особенный? И тем самым портят окружающим настроение, притягивая негативные эмоции, которые отберут у человека то, что он приобрел. Тогда у них на душе будет радостно и хорошо. А если человек делится хорошей новостью, при этом улыбается, такой человек сделает все, чтобы улыбка ушла, проговорив при этом такие слова: «Чего ты улыбаешься? Сегодня хорошо, завтра плохо». Или «Разве это успехи, чтобы улыбаться?» Или «Я бы не улыбалась, находясь на твоем месте». И вы знаете, такой фразы человек старается у вас отобрать то, что приносит вам радость. Поэтому нужно оборвать эту фразу и проговорить: «Ты не на моем месте и на нем не будешь, а на своем делай, что пожелаешь». Так вы человека данного проучите и не позволите отобрать у вас то, что доставляет действительно вам радость. Эти злые и завистливые люди, они часто ходят в церковь, чтобы прятать свою истинную душу. Их зависть настолько черна, что они не разграничивают через время, кому ее испытывают. А в трудных случаях доходит даже до того, что такое чувство может проявляться к самым близким людям. Они готовы приложить все усилия для того, чтобы разрушить то, что кто-то давно и долго строил. Они готовы потратить на это силы и энергии. Они считают, что все их поступки справедливы, что они восстанавливают баланс, так как не может быть так, что у одних есть все, а у других ничего, или же не то, чтобы они хотели получить в свою жизнь. Но они не задумываются о том, что это только благодаря их собственным усилиям у них такая однообразная и неинтересная жизнь. У тех, кто желает жить чужой жизнью, контролировать ее, которые хотят отобрать то, что им не принадлежит, низкие вибрации, негативная энергия вокруг них только прирастают, приумножается день изо дня, что в результате приводит к тому, что их разрушительный негатив не только окружает, но уже и разрушает изнутри. От таких людей стоит, конечно же, держаться подальше, так как они способны разрушить энергетику и жизнь всех тех, кто их окружает. Они способны перекрыть доступ добрых, светлых и денежных энергий в вашу жизнь. Так как богатство бывает не только материальное, но и душевное, физическое, то они будут влиять на все. Из-за этого можно лишиться и любви, гармонии, работы, семьи, а порой и жизни в целом, если влияние будет на протяжении долгого периода времени. Отдаляйтесь от таких людей как можно быстрее, не позволяйте им влиять на вашу жизнь, так как ничего хорошего в этом нет, и не оправдывайте их поступки. Они так делают только потому, что желают, что это для них истина, и это должна быть истина для вас.
Ни один умный, мудрый, добрый человек не будет себя так вести. Вот и вам стоит оставить за собой право не впускать его в свою жизнь, в свой дом и даже в окружение, чтобы потом не думать, а как же избавиться от такого разрушительного воздействия. Такие люди добро принимают за слабость, молчание за то, что их боятся, поэтому пусть живут своей неудовлетворенной, замкнутой и озлобленной жизнью, но важно в стороне от вас. А вы продолжайте следить за чистотой своего биополя, за окружающими вас энергиями и живите и далее прекрасной, полной изобилия жизнью, без денежных и каких-либо других проблем. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно ставьте лайк, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.